Доброго дня, коллеги, друзья и просто случайные люди на этом канале. У меня был видос недавно про бизнес-вумен, которая... Ну, ладно, скажем, мы вдвоем захотели друг друга. Ладно, не будем придираться к словам и названиям. И я обещал, что вы увидите продолжение этой истории. Поэтому сейчас я иду. Звонить пока ей не буду. Предварительно я звонил вчера. Мы договорились сегодня созвониться и договориться на время, когда мы с ней встретимся. Я иду сейчас в барбершоп. Буду приводить себя в порядок. Буду красавчиком, хорошо пахнуть. В общем, включу обаяние 80 уровня и посмотрим, что из этого получится. Все буду записывать. Скрыто и открыто. Все увидите. Поддержите меня аплодисментами вот в этом моменте и говорите: Жека, вперед, мы в тебя верим, и тогда у меня действительно все получится. Итак, для начала пострижемся. Итак, я успел пока только побриться, потому что мне позвонил постоянник и попросил отвезти его на вокзал. Не смог ему отказать. С Олесей созвонился, списался точнее. Договорились на вечер, поэтому у меня много времени для того, чтобы еще подстричься и помыть машину. Да, я думаю, что к бизнес-девушке лучше ехать на чистой машине. Да вообще лучше машина, чтобы всегда была чистая. Потом у нас кафе-ресторан. Итак, я красавчик. Приехал на место. Звоним Олесе. Все намыл. Себя намыл, машину намыл, всех друзей своих намыл. Телефон показывает, ну ладно. Олесе звоним, короче. Алло. Алло, Олеся, это Евгений, здравствуйте. Я, как и мы договаривались, подъехал и на месте жду вас. Здравствуйте, Евгений. Женечка, ну на самом деле я вас немножечко расстрою. У меня сегодня, к сожалению, вот вообще никак не получится. Поэтому вы уж мне, конечно, извините, мы нашу с вами встречу обязательно перенесем. Но у меня будет к вам личная просьба. У меня подруга, ее нужно срочно доставить в ресторан. Она очаровательная барышня. И, в принципе, мы с ней коллеги, она также занимается своим бизнесом. Такая очень интересная. Я думаю, что она в процессе поездки даст вам немало интересных и хороших уроков. А мы с вами обязательно в другой раз. На самом деле вы меня очень сильно расстроили, конечно, потому что я так готовился к этой встрече, что даже вы не представляете. То есть, ну, я понимаю все прекрасно, что и занятость, и дела, я понимаю прекрасно. Но а мы с вами, ну, сможем, да? Вы расстроились, но, как бы, да, сегодня, к сожалению, никак. Так а подругу-то вашу мне откуда забрать надо? Вот там же, где я стою сейчас, она выйдет, что ли, отсюда? Да, вы сейчас находитесь, в принципе, там, где должна быть находиться я, но там находится моя подруга, поэтому вам просто нужно будет ее доставить. Вот, и, как бы, соответственно, я думаю, что Олесь, поездка будет менее интересна. Я понял, Олесь, хорошо. Она знает номер машины? Я сейчас смс-очкой сброшу. Да, скиньте номер машины, и я ее, соответственно, дождусь. Олесь, ну давайте тогда я вам завтра позвоню, и мы с вами там договоримся на следующий какой-то день, хорошо? Да, попробуйте. Ладно, спасибо вам. Хорошо, давайте на связи. Всего хорошего. До свидания. Это просто какая-то жесть! Вот как? Что такое? Как? Что? Почему? Я же все сделал правильно. Почему так происходит? Люди, ау! Вселенная, ты чё? Сейчас обязательно придет какая-нибудь... А вообще нет. Здравствуйте. А вы от Алисы, да? Добрый день. От Алисы? Да. Здравствуйте. Будем, наверное, знакомиться. Да, видите, я должен был сегодня с Олесей встретиться, но она сказала, что она, к сожалению, не сможет, и мне... И попросила, причем сейчас у меня не собраться мне, видите, я как бы настроился на мероприятие, а мероприятие отменилось, и она попросила вас отвезти в ресторан. А вы хотя бы скажете, в какой ресторан нужно доехать? Ну, например, 48 стульев. Который на Рубинштейна? Да. Меня Евгений зовут. Анна Ярославна. Анна Ярославна. Королева Франции.
Очень необычно. Да, необычно. А вторая часть имени это фамилия или отчество? Нет, это не отчество, не фамилия. А что это? Это мое второе имя, это вторая моя половина. Я пишу песню под этим псевдонимом Ярославна. Яркая, славная. Еще и песни пишете. А Да. можем пристегнуться? Абсолютно творческий человек. Давайте я вам даже помогу. Аккуратно. Давай, пожалуйста. Юбочку придерживайте, чтобы она там не задралась. Ну, поехали? Мгм. Вот, у меня очень интересный проект назревает. «Оттенки Петербурга» называется. Я здесь была в гостях. Находится арт-кафе около как раз художественной галереи, где полно очень красивых картин. Я люблю живопись, и написание песен для меня это тоже своего рода как живопись. Однажды я писала картину «Пионы» и сочинила песню про пионы. Фантастика. Такая классная, чудесная песня. Ее взяли, кстати говоря, в сериал. Какой-то московский сериал, снимает второй сезон, 50 серий. Кажется... Подождите, вы поете, Да, и ваши песни не пользуются успехом. пользуется. А есть что-нибудь, что послушать-то можно? Конечно. У меня целый альбом в прошлом году в июле вышел на «Бомба Питер». И из них очень симпатичная песенка про Египет. Она олицетворяет собой тепло, солнце. Джип-джип случайно пришло в голову, потому что я ездила там на сафари, на джипом. И так созвучно, и джип-джип-джип. Да? Да, да. Party, yes. You are number one in my heart. Потрясающий Египет, Красное море, фрукты. Dancing all night, the eyes bright as a crescent in the sky. Falling in love, it's never enough to kiss you and I don't know why. Вы прекрасны, словно месяц на небе. Это слова песни. А, я Не про уже... вас. Не про меня, да? Ну, я вас так хорошо не знаю. Ну, я понял. А то я уже думаю, ничего себе, прошло всего 3 минуты, я уже прекрасен, как месяц на небе. Романтично просто Очень, да, сочетание. да. Как вам музыка? Ну, я могу сказать, что мне пока все нравится. Не только музыка, но и не только музыка. Я же, мужчина, да? Я же глазами воспринимаю окружающую действительность. Поэтому пока я... и ушами, конечно, тоже мне нравится, что вы поете. Это очень... Как вам тембр моего голоса? Прекрасно. Это просто прекрасно. У Прекрасно. меня очень широкий диапазон. Очень широкий Некоторых очень диапазон. возбуждает низкие голоса такие. Вот прямо. И у меня есть еще одна композиция, совершенно новая. Вообще новая. Она огонь. Просто огонь. Чуть-чуть жарко мне стало. С такими восточными нотками. Называется «Господин».
Я просто готовился к определенному мероприятию, вот увидел вас, плюс эта песня, и я слегка, как бы это сказать, ну, слегка на подъеме, наверное, вот такое слово можно... Такое слово можно употребить. Это очень красиво. А, да? Да. У меня даже, по-моему, очки чуть запотели. Но это может быть такие стекла. Тут переносное значение. Мне мудрые мужчины нравятся. А мудрость может же прийти? Она с сединой приходит. Люди с переживаниями бывают, переживают внутри себя какие-то события и зачастую из-за этого сидеть. А мужчин, кстати, седина совсем не портит. Я, когда у меня будет такая прям ярко выраженная седина, мне, наверное, скажут, что у меня вообще с лицом и портит меня или нет. Но в целом, наверное, да. Если не 95, то, наверное, да. Так, вы можете спеть... Ой, извините, я тут... Меня аж даже немножко брызгаю слюнями. Это, наверное, все-таки волнение. Скажите, а вы... Вы, наверное, проголодались просто. Это правда, но... Да, вы... Простите, а вы ведете узкую концертную деятельность? На каких-то, может быть, закрытых мероприятиях? Вообще иногда бывает, меня приглашают, да, на корпоративы, некоторые там праздники. Но из последнего опыта были выступления на Новый год, потому что у меня 2 новогодние песни, и программа была такая новогодняя. Я выступала с известными очень артистами. Олег Баклашов, диджей Цветков, Ингрид. На Ингрид, кстати, у меня Катя есть. Я просто себя непонятно немножко чувствую, и что в обществе Олеси, собственно говоря, да, где она все-таки, скажем так, позиционировала себя как человек бизнеса, да, добившийся какого-то успеха, а сейчас я еду с ее подругой, с которой вы вместе занимаетесь бизнесом, а вы еще и звезда, получается. Я себя так немножко странно чувствую в плане, то есть я, как сказать-то, я, то есть, смотрю меню в ресторане и чувствую какую-то неуверенность в том, что могу ли я себе позволить это заказать. Понимаете, да? Я считаю, что у всех есть шансы попасть в полуфинал. Да? Да. У всех есть шансы, чтобы попасть в полуфинал. Но конечно. Мне было бы на самом деле, скорее всего, интересно попасть бы и в финал тоже. Как-то все-таки... Вы знаете, в чем отличается настоящий художник? От воображения. У воображения не должно быть рамок. Если вы снимаете рамки, вы можете подняться очень высоко. С воображением все в порядке, но я как-то переживаю за реализацию. То есть мне не стоит переживать. Вы на этом мне сейчас кажется, мужчина должен быть обязан просто быть в себе уверен. Да? Да, вот именно эта песня «Господин», она для того и написана, чтобы мужчине дать немножко сил изнутри, уверенности, что женщина готова подчиняться, идти навстречу, даже на поводу. Как это? Интересно же? Это очень даже интересно. Я к тому, что
я весь буду в надежде на то, что у меня на самом деле что-то да и получится. Обязательно что-то получится. Да? Конечно. Может быть, не в одном ресторане, так в другом я обязательно позволю себе заказать... Да, трюфели, например. Трюфели, например. Да. Да. У меня же собака, которая находит трюфели. Вообще, первый мой бизнес, можно так сказать, я Так. попробовала с собакой. Я ездила в Италию. Так. Вот. И там чудесным образом сводила свою собаку с двухкратным чемпионом Италии Дуду. А вы знаете, я тоже чемпион города, но по другому виду спорта. По какому? По пауэрлифтингу. Может быть, меня тоже можно с кем-то свести? Вау. Ну, свести меня с кем-то, может быть, тоже можно? Пауэрлифтинг. Это силовое троеборье. Это, знаете, вот обычная тяжелая атлетика, это классическая, это 2 вида, это рывок и толчок, а в пауэрлифтинге 3 вида. Жим, присед и тяга. Ого! Да. А я Вот. когда-то легкой атлетикой занималась. Тоже троеборье. Там бег, прыжки, высоту, длину. Бег барьерный, Так. через барьер Мгм. и метание ядра. И метание ядра. Да, там нужна очень сильная рука. Это да, потому что... Да. Мне просто... Я не знаю почему, но сегодня из меня так какие-то вот такие вот вещи, ну... Хотелось сказать, что мои ядра уже давно никто не метал, как-то, ну, вот по этому поводу пошутить, но я не уверен, не очень хочется вас тоже как-то, может быть, отпугнуть или еще, потому что с Олесей у нас вот как-то непонятно пошло, в общем-то, непонятна причина. Может быть, действительно она сегодня не смогла, а может быть... Да, скорее всего, просто были на это какие-то несостыковки со временем. Да. Ну, конечно. Так. Так вот, в Италии Так. удивительно, очень популярны черные трюфели. Я их первый раз там попробовала с пастой. И консистенция меня удивила. Это как будто бы молодой орех. Вот знаете, если сыр сравнивать, бывают мягкие сыры, твердые сыры. Вот как бы средний такой твердости. Да. Вот. Примерно трюфель вот такой вот средней твердости, гриб с таким интересным ароматом, свежим. Вот. И он растет в корнях дубов. Мгм. И найти их могут только настоящие лаготта романьола. Вот. Разведением собаки, которой я являюсь. И единственным владельцем для разведения этой породы. Это прекрасно. А как эта порода, ну, похожа на кого? То Лаготта есть- романьола, она похожа на овечку. Абсолютно. You're a rolling stone, but I'm a cannonball. You're not fooling me, not fooling anyone. Что вы так озадачены? Я озадачен тем, что у меня, оказывается, у меня работа мечты, я вам могу сказать. О, То есть вот те моменты, которые у меня возникают негативного характера, они с лихвой компенсируются наличием в моей жизни, ну, во-первых, возможности общения с такими прекрасными женщинами, как вы, и надеждой на то, что все-таки я смогу сыграть в финале, понимаете? Может быть, я не выиграю в этом финале, но такое возможно, потому что я уже не так молод, но главное до него дойти, да? главное до него дойти. То есть, да, принять участие в этом финале, я думаю, что для меня это будет, ну, что-то невероятное, да? Знаете, что меня сейчас больше всего расстраивает? Что? Что мы подъезжаем к ресторану, и, возможно, я вас больше не увижу. Вот это прям расстройство номер 1. Возможно. Возможно. Ну, то есть я всегда оставляю шанс на то, что сейчас, предположим, мы приезжаем, ресторан закрыт, и мне вас нужно будет отвезти, ну, не знаю, там, не знаю, ну, домой, например. Но это маловероятно. Только вечером. Вы можете забрать меня с ресторана часиков в 11, например, и отвезти уже домой. Как вам такая идея?
Я сам бы до нее не додумался, но идея, я вам скажу, огонь. Я в 11. Ну, А не получится у меня, как с Олесей, что я приду, а вас не будет? нет, у меня человек пунктуальный. Ну, в плане, что... И обязательный. А, да? Да, То есть вы обещаете? да. Тогда, получается, в 11 я подъеду сюда на этой же машине. Но если вы не выйдете в 11, можно я за вами зайду? Конечно, Да? конечно. Я абсолютно никогда никого не стесняюсь. Я за вами зайду тогда, да, и что? А Я вы? отвезу вас... Вы не стесняетесь? Теперь уже нет. Ну и замечательно. Теперь уже Кстати, нет. у вас замечательная прическа. Спасибо большое. Я сегодня готовился к встрече. Ну, не будем про вашу подругу теперь уже, да? Сегодня, по крайней мере. Но я готовился к встрече, поэтому я сегодня на максималках, скажем так. Потрясающе. Да. Я была просто вот как раз в Италии на большой выставке парикмахерской. Мгм. И вот именно такие прически очень модно в этом сезоне. Это вы меня еще без куртки не видели. Но и это я тоже шучу, так смешно. Ну, если вы Вот. зайдете в ресторан, вы обязательно снимете Куртку, да. 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 Кстати, вот мы уже подъехали, и сейчас я попытаюсь вас как-то где-то остановиться, где-то как-то вас высадить. Здесь, наверное, поверну сейчас. Ресторан сзади меня, вы рядом со мной, и я должен буду в 11 вас забрать, да? Все правильно. Тогда я буду рассчитывать на встречу. Чудесно. А я вас буду очень ждать. Хорошо. Да. Так что, пожалуйста, не опаздывайте. Спасибо, что вы меня подвезли. Я была рада очень нашему знакомству. Ну, то ли еще будет, будем надеяться, да? Серьезно? Вы меня угостите коктейлем? Ну, как минимум. Да. Ну, хорошо. Позвольте, я вас чмокну. Щечечку. Спасибо большое. До встречи. В 11 я здесь. Пресс свело от упражнений утренних. Не обращайте внимания. Что скажете, друзья? Где-то теряешь, где-то находишь. Я думаю, что мы сможем пройти по следующей тропинке. Вечером я должен забрать Анну с ресторана. Я думаю, что она будет под шофе слегка, а может и не слегка. Она прям гиперкоммуникабельна. И по глазам вижу... И по глазам много чего вижу. Поэтому я готов снять каким-то образом продолжение с ней. Если вас это интересует, то прошу вас поставить опять 10 тысяч лайков. 10 тысяч лайков. И я думаю, что продолжение я в любом случае сниму. Но вот выложу ли я его, будет зависеть от вас. Поэтому хотите продолжение похождений Женька-таксиста и супер женщин, тогда проголосуйте за это. Заплатите за это своим пальцем вверх. И мне кажется, что это будет убойная серия. По крайней мере, в этой машине. Нет, не буду говорить. Потом посмотрим. Все вместе. Ставь лайк! Чего смотришь? Быстрее ставь! Чем быстрее поставишь, тем быстрее выйдет продолжение. Вот так.